Смотрите, буквально за несколько минут, а не часов, мы полностью сгенерировали нашу презентацию. Мы добавили не только слайды, то есть мы сделали не только презентацию, не только добавили в нее слайды, но также и подготовили текст, который будет рассказывать, соответственно, докладчик. Причем все это сделали визуально красиво, и теперь не стыдно эту презентацию показать кому-либо. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и в этом видео мы с вами будем разбираться, как к стандартному PowerPoint подключить искусственный интеллект и генерировать крутые презентации буквально за несколько минут, а не за несколько часов, либо за несколько дней, как сейчас вы это делаете. Вообще моя основная задача этого канала показать, как можно использовать искусственный интеллект в различных задачах, делегировать ему какие-то рутинные задачи, например, вот создание презентации, и экономить на этом огромное количество времени. Значит, что мы будем делать? Какие инструменты нам понадобятся? Конечно, нам понадобится стандартный PowerPoint, то есть обычный PowerPoint, который мы будем использовать. Дальше нам понадобится искусственный интеллект. Я буду использовать ChatGPT, вы можете использовать что угодно, но все запросы, все промпты, которые я буду показывать в этом видео, они подходят как для ChatGPT, так и там для Bing, для Яндекс.GPT, которые вы можете использовать. Единственное, главное, чтобы у вас была возможность работать непосредственно в режиме чата. ChatGPT 4 версии это предоставляет, это позволяет. Также нам понадобится какой-то генератор изображений. Я буду использовать как Midjourney, так и DALL-E. Можно использовать что угодно. Это как бы на ваш выбор. И, соответственно, что нам еще понадобится, так это понадобится Google переводчик для того, чтобы переводить те промпты, которые я вам буду давать. Все те промпты, о которых я буду говорить в этом видео, они находятся в моем телеграм-канале. Ссылка под этим видео находится. Там подробности, как вы можете получить доступ к базу из более чем 3000 промптов, плюс различным видео и различным сервисом на базе искусственного интеллекта. Значит, что нам понадобится? Нам понадобится для начала промпт, который состоит из 4 шагов. В рамках чата мы с этим промптом будем работать. Мы копируем, соответственно, этот промпт с нашего телеграм-канала и вставляем этот промпт в чат GPT. Единственное, здесь необходимо подкорректировать этот промпт. Нам необходимо ввести количество слайдов, нам необходимо ввести нашу нишу и нам необходимо ввести направление. Для того, чтобы понимать вообще, о чем речь идет в этом промпте, мы его вставляем там в Google переводчик и переводим его. Вы являетесь экспертом в такой-то области, напишите план презентации PowerPoint, охватывающий следующие темы. Сделайте это количество слайдов. Можно использовать как русский перевод этого промпта, можно использовать оригинальный перевод, оригинальный промпт, так он получится чуть лучше. Давайте, раз у нас видео на русском языке, будем использовать промпт на русском языке. Значит, мы его перевели, вставляем сюда. Вы являетесь экспертом в области, давайте напишем, цифрового маркетинга, да? Значит, мы подкорректировали этот промпт. Вы являетесь экспертом цифрового маркетинга. Напишите план презентации PowerPoint, охватывающий следующую тему. Эволюция цифрового маркетинга. Сделай это на 6 слайдов. То есть мы выбрали количество слайдов, мы выбрали тему. Конечно, да, здесь не разгуляешься на 6 слайдов, но чтобы не затягивать это видео, сократим количество слайдов. Можно поставить 10 слайдов, можно 20, можно 50, можно 100 слайдов. И давайте посмотрим, какой план презентации на тему эволюции цифрового маркетинга он нам, соответственно, выдаст. Ребят, все ссылки, которые я использую в своих видео, всегда есть в моем телеграм-канале. Обязательно переходите в разделе описания, ссылка на телеграм-канал, переходите в телеграм-канал, и к конкретному видео всегда есть ссылка и подробное описание. Ну и, конечно, подпишитесь на телеграм-канал, там очень много выходит пользы про искусственный интеллект и как его использовать в маркетинге и в личной жизни. Значит, он тут же стал готовить нам презентацию. То есть он написал слайд, там заголовок, слайд 1, заголовок, название «Эволюция цифрового маркетинга», подзаголовок «От прошлого к будущему», изображение, графические предоставления цифрового маркетинга, имя и доступ, имя и должность презентующего. Следующее, значит, введение в цифровой маркетинг, определение цифрового маркетинга, краткая история возникновения, базовые компоненты цифрового маркетинга, изображение, инфографика, развитие цифровых технологий. И по каждому слайду он нам теперь дает какую-то информацию. Вот, если это все использовать, в принципе, у нас уже есть там план нашей презентации, мы можем сами что-то дописывать. Но я все же
сторонник того, что если у нас есть такой, такой помощник, почему бы его еще не загрузить тем, чтобы он нам еще и подробно все это расписал. Значит, для этого мы используем следующий промпт. Мы используем шаг 2 в этом же промпте. Мы говорим ему, что давай расширь каждую из подтем, которую вы указали ранее. Вы можете рассматривать возможность разработки ключевых идей, предложений, подтверждающих примеров и объяснений любых деталей, которые, по вашему мнению, улучшат понимание темы для аудитории. И мы вставляем, соответственно, этот промпт. Просто отправляем ему его. И почему я говорю, что лучше всего не использовать различные телеграм-каналы для работы с искусственным интеллектом, а использовать стандартный там, чат GPT, либо какой-либо другой искусственный интеллект, либо нейросеть на базе, где есть возможность работать в режиме чата. Потому что мы можем дополнять соответственно, каждый следующий шаг. Значит, что он сейчас сделал? Он немного подкорректировал. Он прописал, что визуализация цифрового маркетинга через время, написал заголовок, написал какую-то дополнительную информацию, что краткий обзор эволюции, показывающий, как цифровой маркетинг преобразовался из простых рекламных баннеров в сложные многоканальные стратегии. Дальше, значит, выделил следующий этап, это введение в цифровой маркетинг, следующие ранние этапы развития маркетинга. И по каждой презентации он дал более глубокую информацию, которая нам и требуется. Но этого тоже мало, то есть мы это еще не можем скопировать в нашу презентацию. Мы переходим к следующему шагу номер 3. А шаг номер 3, это мы ему говорим: расширьте идеи в формате маркированного списка с краткими подробностями. То есть мы хотим, чтобы вот эту вот всю информацию он нам расширил и дал в виде краткого маркированного списка. И по каждому идею он нам уже дает конкретное название презентации, название для презентации эволюции цифрового маркетинга от начала до наших дней. Дальше он дает контекст, краткое введение в тему, подчеркивающее ее актуальность и развитие времени. Визуальные элементы, интерактивная временная шкала цифрового маркетинга или инфографика. То есть по каждому слайду он более глубоко с этим слайдом работает. И дальше мы его можем просить по каждому из слайдов давать подробную информацию. То есть я ему пишу: окей, на основе всех этих данных сделай мне полноценную презентацию, чтобы я мог ее скопировать и вставил в PowerPoint. Начнем со слайда номер 1. И он мне тут же пишет детализированный текст по каждому из слайдов. И, например, из слайда номер 1, то есть заголовок слайда «Эволюция цифрового маркетинга от начала до наших дней», под заголовок их, соответственно, дает краткое описание для этого слайда. Дальше мы таким образом проходим по каждому слайду. Просто берем вот это вот все, копируем. Есть несколько вариантов. Мы можем перевести все это в Microsoft Word, то есть берем, копируем основные элементы в Microsoft Word и дальше просто вставляем, соответственно, Microsoft Word, потом сохраняем все это как презентация PowerPoint и все. Можно просто копировать вот эти вот элементы, то есть заголовок, заходим в PowerPoint и просто копируем сюда все то, что нам только что выдал чат GPT. Например, эволюция цифрового маркетинга от начала до наших дней. В PowerPoint в разделе заголовок мы так и пишем: эволюция цифрового маркетинга от начала до наших дней. В подзаголовке мы пишем: погружение в историю развития цифрового маркетинга. В подзаголовке мы так и пишем. И краткое описание, мы также копируем это краткое описание и вставляем в PowerPoint. Значит, наша основная задача — это сейчас сделать так, чтобы эта презентация была визуально красивая. Что мы для этого делаем? Мы заходим опять же в наш телеграм-канал, и у нас есть еще один шаг. Шаг заключается в том, чтобы мы попросили чат GPT сгенерировать для этого слайда промпт для изображения, который, соответственно, будет использоваться в данном слайде. Значит, конечно, мы можем найти эти изображения, какие-то сами подобрать, найти эти изображения на каких-то стоках, либо на каких-то площадках, но я предпочитаю там оригинальные изображения, соответственно, я вставляю следующий промпт. Я говорю ему, что для этого слайда мне необходимо сгенерировать изображение
изображение для того, чтобы я мог это изображение включить, соответственно, в этот слайд. Представь также запросы Bing Image Creator для предложенных вами вариантов. На самом деле он нам просто сгенерирует промпт, который мы можем использовать в любом генераторе изображений. Там Midjourney, DALL-E, Bing Image Creator, неважно. Единственное, вот когда мы с ним как бы общаемся на русском языке, он нам пишет, соответственно, это все на русском языке. Давайте его попросим сделать все это на английском языке. И я его немножко еще подкорректировал. Я ему попросил сделать только для первого слайда. Для того, чтобы сейчас его сильно не перегружать, я его, соответственно, прошу сделать для слайда номер 1. Соответственно, этот сгенерирует промпт для изображения. И он мне тут же генерирует, соответственно, промпт для изображения. Этот промпт, еще раз говорю, я могу использовать где угодно. Я могу использовать в Bing Image Creator, я могу использовать в DALL-E, я могу использовать в Midjourney. Но давайте сгенерируем эти изображения в Midjourney. И также мы сгенерируем эти изображения в DALL-E. Обе площадки сейчас нам сгенерируют изображение, нам просто останется эти изображения вставить в нашу презентацию, а дальше покажу еще одну хитрость. Пока они генерируют нам изображение, давайте вот возьму, у меня уже есть несколько сгенерированных изображений, я просто могу их на их примере вставить и, соответственно, их использовать. И я это изображение буду использовать. Как видите, мы в PowerPoint, у нас получилась вот такая вот штука. Мы просто сюда сейчас добавляем наше изображение. Делаем это через вставка, рисунок, изображение из файла. Ну, вот у меня есть какое-то сгенерированное уже изображение, я его просто вот сюда вставляю. И дальше, значит, чтобы нам не тратить время на дизайн, соответственно, мы можем пойти несколькими вариантами. Мы можем попросить тот же ChatGPT сгенерировать нам код, который, соответственно, все расставит по местам. А можем воспользоваться конструктором от PowerPoint и посмотреть, что он нам предложит. То есть мы заходим в раздел «Конструктор», здесь включаем конструктор. И здесь уже в разделе с конструктором, то есть мы смотрим, какие варианты нам предлагает непосредственно PowerPoint. То есть видите, все визуально красиво, все создается. Можно обновить и получить, соответственно, какие-то дополнительные варианты. Все визуально красиво. Причем на создание подобного слайда мы затратили как бы минимум времени. То есть текст нам сгенерировал ChatGPT, изображение нам сгенерировал тот же там ChatGPT, либо Midjourney, и в дизайн презентации, все это добавив, дизайн презентации нам сгенерировал тот самый PowerPoint. В принципе, ничего сложного нет в создании презентации. Я уверен, что это видео было вам полезно, и теперь вы не будете тратить огромное количество времени для создания таких подобных презентаций. Что можно еще сделать? Можно по каждому из слайдов попросить ChatGPT написать подробный текст, который вы будете, соответственно, вещать на аудиторию, либо попросить смысл, который необходимо будет донести в рамках того или иного слайда. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. С вами был Игорь Зуевич. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео, напишите свой комментарий. Он очень помогает в продвижении видео. Пока.